Здорово, танкисты, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас необычный обзор. У нас на обзоре, приветствуйте, механик-водитель Петрович. Здорово, пацаны, Петрович, здорово. Вот. И обзор у нас сегодня нестандартный. Мы сегодня будем делать гайд на машину на нестандартном оборудовании. Да, экспериментальное оборудование во все 3 слота. Вот, и прежде чем продолжить обзор, Петрович, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если Все ты верно. это не сделал. Вот. Ну и, конечно же, начнем мы сегодняшний обзор не с обзора оборудования экспериментального, а, собственно, с бронирования 252У, он же защитник. Бронирование. Прям танк 8-го левела. Смотрим броню. Погнали. Итак, господа, Collision модель нашего защитника. Петрович, хорошая тут броня? Вообще имба. Сейчас проверим. Давай, да. С чего начнем? С корпуса? Хорошо, погнали. Значит, НЛД у нас, ну, как для 8-го левела, ребята, в приведенке, смотрите, 220, 210, 215. Имба. Наверное, одно из самых крепких НЛД среди тяжелых танков 8-го левела. Нас сюда такие танки, как ИС-5, ИС-6, Крайслер, просто банально не будут пробивать. Петрович, пробивали такие никогда, танки, когда ты играл на такой машине? Нет. Ну вот о чем я и говорю. Дальше по корпусу у нас щучий нос. Смотри, 340, 376. Вот здесь только вот в верхней части есть места 255, везде остальное это 300 миллиметров. Люк мехвода, там где сидит вот данный гражданин. Да, ты сидишь. Вот, 250, система пишет рикошет, да, попробуй пробей. По башне у нас она такая полусферическая, ну и смотрим, маска орудия, справа 250, слева 295. 422, 274. Петрович, тебя в маску им пробивали? Не, никогда. Понятно. Самые ослабленные части Щеки. дальше в башне. Да. 271, 250 с левой стороны. Дальше все остальное 400, 500, 600 Забей. рикошет не пробить. Верхняя планка у нас 55 фактического, в приведенке 150. Огонь. По правилу 3 калибров только от 165 миллиметров сюда можно забросить. Нет таких Вот. пушек. Есть 2 люка. Да, они расположены в задней части башни, но, к сожалению, они все равно видны врагам. Вот, и в ближнем бою, конечно же, вам сюда будут закидывать, потому что фактическое бронирование 150 миллиметров, ну, пипец. как для 8-ки, это очень мало. Это самая ослабленная деталь корпуса в целом, куда защитника в ближнем бою могут пробивать. Что касаемо борта, 100 миллиметров, гнутый борт, верхняя часть над гусеничной полки, фальшборд, ну и вот танкует. Нифига себе, все, тут 350, 330, 400. Щеку, Петрович, тебя хоть раз пробивали на этом танке? Никогда. А как ее пробить? Рикошет, приведенная броня 311 миллиметров. Никак. Так что, ребята, лютая броня от 10-го левела, хотя танк является 8. Полностью Что, поддерживаю. Петрович, погнали в ангар? Погнали, давай, вперед. Погнали. Петрович, что в целом скажешь по броне? Да, огонь вообще. Согласен с тобой полностью. Ну что, давайте смотреть пушечку. Погнали. Как тебе пушка, Петрович, на этом Кусок танке? дерьма. Ага. Будем, что, не будем смотреть? Не будем. Будем, давай. Значит, 122 миллиметра, 440 альфа. Альфа, как для 8-го левела, годная. 225 пробития на основном, 265 на голде. Пушка заряжается долго. Очень. Петрович, кстати, что ты так пушку долго заряжаешь? Ясно. Вот, средний урон 1760, разброс 0,44, ну прям реально танк прорыва ближнего боя. Время сведения 3,2. Петрович, как тебе время сведения? Да, полное говно вообще. Не сводится Ага, ни хера. ясно. Ладно, касаемо полевой модернизации. Мгм. Значит, во втором слоте, во втором блоке, точнее, вездеходная На ходовая, в подвижность. 4-м делаем на сведение получше, вот, притирку шестерни наведение, и в 5-м ставим Надо звукоизоляцию. Да. обзор, да Нет. нет. Здесь надо менять. Меняй звукоизоляцию. Ставь. Ставим звукоизоляцию. Все-таки нас. Тебя вообще часто на нем фокусят, Петрович, на это там арта всякая? Очень. Ну вот, лучше звукоизоляцию, 100%, правда? Да, давай. Все, поставили Вот. звукоизоляцию. Слот у нас на
огневую мощь, потому что мы сейчас будем как раз переходим к самому интересному. Вот, будем ставить экспериментальное оборудование. Кстати, Петрович, ты вообще катал на этом Не, оборудовании никогда. хоть раз? Впервые, прям реал. А чё так? Ну, как ты? Ну все, сегодня будем пробовать. Давай. Как думаешь, это оборудование лучше, чем стандартный комплект? Кстати, стандартный комплект это закалка, это досел и это стаб. В исключительных случаях можно отказаться от стаба и поставить закалку, досел и турбину. Да, стаб меняем на турбину, прибавляем защитнику подвижности. Но сегодня у нас вот такое вот оборудование. Петрович, как думаешь, будет играть танк посмотрим, на этом комплекте без стаба? Не, давай. У нас вот, получается по этому оборудованию вот, экспериментально не хватает стаба. То есть второй вариант, да? Да. Вот, я думаю, будет. Ставим комплекс улучшения выживаемости Т3. Это единственный самый высокий уровень у нас. Замена закалки. Система повышения мобильности Т2 и система управления огнем Т2 тоже. Вот, что нам по сути это даст для этой машины? Нам даст повышенную подвижность, нам даст более лучшую комфортную стрельбу. Согласен. При повороте башни. Да. Вот, ну... Есть же преимущество. Есть. Ну и закалка в целом тоже у нас, можно сказать, присутствует в новом виде экспериментального оборудования. Вот, я еще сюда, Петрович, поставил... инструкцию, да, на приводы. Как это называется? Да. Во, правильно. Давайте смотреть снаряд. Давай. У нас бронебойный основной 1000 летит, а голда подкол летит 1250. Но. Петрович, как ты считаешь, вообще бронепробитие хорошее? Слабовато, хотелось бы больше. Ну, реал. Ну, слабо. Могли бы побольше, да, Могли согласен. бы. Но, к сожалению, 225, 265 по-другому у нас нету. Хотелось бы больше, но нам дали броню, соответственно, все остальное забрали. Наверное, это так выглядело в умах разработчиков. Вот. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель мы поставили доп. Паёк. Петрович, не боишься, что сгоришь-то? Не боюсь. Ну, аккуратнее. Яйца застряли в рычагах. Ладно, поставили доппаёк, чтобы, так сказать, максимально раскачать возможности этой тачки. У нас 4 члена экипажа. Перки вы сейчас наблюдаете перед собой 100%. в таблице. Вот. Теперь касаемо плюсов-минусов машины. Здесь как бы в диалоге с нашим мехводом. По огневой мощи, какие минусы ты видишь здесь? Отсутствие УВН. Вот. Согласен. Да, и слабое бронепробитие снарядов. Согласен. Полностью с тобой согласен. Вот. Единственным, я бы еще что добавил бы, это все-таки время сведения. Потому что Ну да. 2.47 долговатый. Хотя танк ближнего боя, прорыва, возможно, в принципе, ДПМ, конечно, тоже нищий. Даже, меньше 2000. По ХП 1720. Это нормально, учитывая наше бронирование. По мобильности 39 вперед, 17 назад при таком оборудовании. Отлично. Вот, у нас почти 15 лошадей на тонну. Танк, по идее, должен достаточно комфортно набирать, я думаю, так сказать, да. подвижность свою максимальную вперед. Вот, по обзору у нас Стандарт. невероятный 382 Стандарт. метра. Да, мы имеем стандартный обзор, это все-таки танк ближнего боя. Петрович, что-то хочешь добавить по этой машине? Да надо отправляться в бой. Скатаешь боек, Да? покажешь Погнали пацанам, уже, как надо воевать. погнали тестить. Самому интересно. Ну все, залази в танк, Всё. перелази Полез! в Давай, это, полез. и погнали. Погнали. Вперед, Вперед, парни! Вперед! вперед. Так, господа, сетап попали к десяткам, к сожалению. Защитник у нас на экспериментальном оборудовании. Броня 10-го, вот сейчас он против 10-х и будет воевать. Но в любом случае я включаю голду. Ребят, воевать против 9-х на защитнике можно, но с трудом. Против 8-х на обычном типе снаряда вполне себе комфортно. Но играть против 10-х, таких как 60 ТП, Ягово, как я Ягу обычными ББшками буду пробивать? Да у меня проблемы с пробитием Яги даже на голде. Ладно, зарядили голду, проверяем. Сначала подвижность. Никаких больше скучных инструкций. Отлично. Соберись. Пора на охоту. Набирает максималочку, смотрите, сейчас леса перегоним. Нет, не перегоним, но в целом неплохо едет. Все, зарядились. Арты нету, вот это хорошо. Плохо только, что у нас люки есть на башне.
Я вот думаю из-за дома играть. Откуда? Где у них, интересно, будет Яга сейчас стоять? Вот это супер интересно, потому что это чертило, даже несмотря на нашу увесистую броню, она нас будет спокойно пробивать. Ребята, у нас тяжи на центр ушли, у нас танков тут нет ни хера. КПЗ-ха осталось, поглядите, но это все, это сливной бой. Вы представляете, что происходит? Нас бросили. Нужен ремонт. Вот. Есть пробитие! Хорошо. Гусеница восстановлена. Можно ехать. 100 миллиметров брони. 703, 2 ствола. Ага, умник. Пробитие не фиксирую. Ребята, вы посмотрите, я тут один. Я к Тигрычу ко мне едет, ладно. Да ладно, что ты мне сделаешь, инвалид? Правда, я тебе что сделаю? Все. Вот, а я тебе в щеку сделаю. Вот так. Ребят, отлично. меня бросили, меня сейчас приедут уже Можно убивать. ехать. Гусеницу починили. Куда, интересно, он меня вообще пытается стрелять? Вот в щеку не попали. Давайте будем танковать. Стреляй. Изверг. Изуверг. Ага. Красавец. Вот в щеку не попали опять мы ему. Пытаемся, вот, да, точность подводит. На центре, писать, что происходит. Вот броня. Произошло. Тоже имба, кстати, на 703. Тоже имба. Ага, сейчас. Прячемся, прячемся. А ты чё думал? Ты чё меня разворачиваешь-то? Эу. Вот. Надо нападать на него. Ага, а пушка-то не опускается. Наговнючила эту. Надо жопку прикрыть. Оп. Т-95-му. А вот и нас пробили, кстати. Наконец ему удалось это дело. В НЛДшечку мы надо сейчас забрасывать. Они попали. Они попали. Ты глянь. Не летит снаряд в него, и ты хоть убей. Ты посмотри. Пробил, да что такое? Голдой пробить НЛД не могу. Убежит? Нет. Они Пробиваю пробили. его. Они пробили. Они пробили. Куда делся? Чертила. Поджимается, нет? Вот где он? А, вот оно. Все, наигрался. Должно быть фатально. Наигрался. Остынь. Надо 60 Это ТП моя что-то придумать. охота. Надо что-то придумать 60 ТП. Давай, Т-95. Жахни ему. Айн!
пробито! И назад бежим. Все, поехали к нему, убивать его уже. Ну, ребята, 2700 натанковали, 1600 настреляли. Ну, блин, в бою против десяток воюем. Попадание по модулю. Все, готов. Хорошо. Он вафля торопится. Пошло! О, не пробил. Да, можно 3200. ехать. Хорошо. Давай пропустим. Пусть уважительно надо с союзниками. Они что же стараются дать им настрелять. Ребят, 2500 дали в бою. Вот, интернет опять дергался. Вернее, сервак. Ну чё, как вам экспериментальное оборудование? По-моему, ничего так. У нас, правда, голда кончилась. И я вот думаю, а что с Ягой я без голды делать буду? Мне даже интересно. Что-то же надо делать. Ох! Стервочка с поджогом, хорошо. Это было очевидно. Так, Я стоп, не Яга сомневался. выезжает. Не, мне так не нравится. Нам Яга не надо. Вы чё? Все, от Яги засейвились. Ребята, 3 дали против десяток. Вы представляете? Имбища, а не танки. Едем дальше, интересуемся, ищем. А что искать? Вот они все. В понятном месте. Все, Ягу развалили. Ну, походу, мы уже не постреляем. Наверное. Он там за бугорком, да. Он там за бугорком. Ну, пусть стандарт едет. Да, он и все. На захвате ребята, 3300 натанковали, 3200 настреляли. Защитник имба. Подходит ли ему экспериментальное оборудование? Вполне себе да. Ничего мы не потеряли, мы только приобрели. Так что рекомендую вообще на тяжелых танках, не только вот как я сейчас на защитнике, ставить экспериментальное во все 3 слота. Танк себя офигенно чувствует. Поэтому такой некий даже лайфхак. Я вообще его никогда не использовал, это экспериментальное оборудование, вот, и только сейчас решил с ним попробовать. И, честно говоря, зашло. Вот, заняли мы в бою против десяток, почетное, по опыту, почти, мы разделили с елкой, по опыту, 1 и 2 место. По урону у нас, ребята, почетное 2 место. И это мы играли против девяток и десяток. Пацаны, так, да, так точно, спасибо. У кого есть защитник, пишите в комментариях, пробовали ли вы такую вот интересную сборку. Если да, как вам она зашла, не зашла, я рекомендую попробовать. Танчик с этим оборудованием, он и без этого оборудования раньше заслуживал нашего внимания, а сейчас он 5 из 5 на 8 левеле. Невероятно крепкая броня, невероятно комфортная игра от борта. Да, на рельефных картах с отсутствием УВН мы будем использовать определенные трудности. Но для городских карт и может даже на рельефных где-то найти место, где можно отыгрывать от борта, получится просто уникальный бой. Вот. Броня от 10 левела. Ребята, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.